У нас на работе нету служебных романов, потому что работают одни родственники. Мне в Астане мало места. Ты просто не сможешь себе позволить приобрести нормальную недвижимость. Где в России достаточно тесно уже, в Казахстане есть куда развернуться, надо просто углубленно изучать. Я вижу разницу колоссальную сейчас, особенно на фоне украинских событий. Капец, хочется реально быть отдельным самостоятельным государством. Не сказать, что я прям патриот, но я все-таки планирую переехать. Пора валить, да? Если ты не говоришь на казахском языке, люди остро к этому относятся очень сильно. Побыстрее бы замутить, отжать денег, снять сливки и все. Друзья, привет! Давно не виделись, я очень по вам соскучилась, давно ничего не выпускала, знаю. Оказалось, по личным делам в Казахстане, если кто не знает, я здесь выросла, я здесь ходила в школу, здесь прошло в основном мое детство. И, конечно же, я захотела вам рассказать, что такое Казахстан в наши дни, как здесь живется, учитывая то, что эта страна стала популярной для переезда сейчас. Подписывайтесь, как всегда, на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте, особенно если вы из Казахстана. Конечно, кто-то может сказать, что Казахстан огромная страна, мы так и проходили в школе, между прочим, что Казахстан это там территория какого-то безумного количества европейских стран по территории, но сегодня я именно в Астане, чтобы вы понимали, я сегодня не буду рассказывать обо всем Казахстане, который, конечно, большой, разный, и везде люди живут по-разному. Мы в Астане, мы в столице, это то, что сейчас называется Нур-Султан, но как человек, выросший здесь, я никак не могу это название употреблять и привыкнуть к нему, как, собственно, и мои ребята, мои одноклассники, с которыми я сегодня буду беседовать. Поехали! Я хотела сказать, что вообще я прилетела на встречу одноклассников, поэтому сегодня, возможно, будут какие-то включения, личные истории тех, с кем я училась, поэтому включайтесь, и пусть вам будет тоже интересно, буду вам показывать маленькие кусочки нашей гулянки. Кирилл, как тебе бизнес делать в Казахстане? Как делается бизнес? Тебе. Прекрасно. Главное спокойствие, уверенность в себе. Ой, нас снимают. В-класс это вот эти вот, которые вот учились 95, что-то там. Для нас, для места, по-моему, всегда Астана и останется. Я тоже ищу прямо в Инстаграме, думаю, где же эта отметочка-то? Даже по привычке при заполнении документов я автоматически пишу везде Астана. Потом сами переправляю. По-моему, остановится. Мне кажется, мы как-то спустя смену поколения, это как Ленинград переименовали, потом все как-то свыклись, и вот так и пошло. Ну, конечно, нам непривычно все Астана. Когда это произойдет изменение, что все вдруг сразу скажут Нур-Султан, наверное, когда мы уже как-то в небытие уйдем, все привыкнут, если опять же не вернут старое название. Да, я не знаю. Старое. Ну, я за старое, потому что уже привычно. Все-таки оно было там, денег столько вложено в имя бренда. И к тому привыкали Уже как бренд это на мировой арене. Команда велоспорта Астана, там футбольные, Астана Арена, там и прочее. Ну, то есть куча объектов, которые не связаны с наименованием столицы, как Астана. И переводится она как столица, поэтому весьма непривычно чувствую, что это теперь Нур-Султан. Кирилл, красиво ты сказала. Тебя поддерживаю. Я ощущаю себя отлично. Тяжело моменты такие, когда, например, есть очень много приезжих, у меня был конфликт. На казахском я понимаю, когда говорят, сама отвечать не могу, понимаю часть, да, хотя бы там 50-60%. И вот там такая приехала мамзель с глубокой-глубокой деревни и начала говорить там, типа, ехать в Россию, нам здесь не место, на что я ей ответила, что я здесь родилась, да, я, то есть, коренной житель еще, когда здесь был, что? Целиноград, да, у нас был? Да, мы это пережили, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, поэтому, я не ощущаю какого-то вот давления, что ущемления русских. Чувствую себя в своей тарелке, потому что я здесь родилась, да, как бы я здесь живу с самого рождения, и, я чувствую себя на родине.
в своем месте, скажем так. Ну и вот, например, у нас есть родственники в России, да, живут, часто говорят, вот, что вы не переедете. Ну, честно, вот я скажу, что я не считаю, например, что в России лучше, чем у нас. Мне кажется, где-то даже очень похоже, взаимосвязано все. Ну и потом, я всегда всем отвечаю, ну, мы живем в Казахстане, да, казахский язык. Это элементарное уважение, да, если ты хочешь, как бы, учи, знай. Это как бы наша культура. У нас очень много друзей казахов. Я родилась в городе Нур-Султан. На то время он назывался Целиноградом. Потом он стал Акмолинском, Акмолой, Астаной. Теперь Нур-Султаном. Я не сильно хорошо разговариваю на казахском, хотя это, наверное, сказалось из-за того, что я ездила много по разным странам, училась не в Казахстане. В тот момент, когда ты начинаешь учиться говорить по-казахски, многие люди почему-то очень критично к этому относятся. То есть неправильное произношение, неправильно написал. Даже если какую-то маленькую ошибочку ты допустишь, очень быстро могут тебя осмеять или критиковать, и это очень сильно демотивирует, если честно, в изучении языка. Еще очень сильно отталкивает комментарии взрослых по поводу некоторых моментов. Ну, казахи очень сильно, да, так рьяно относятся к младшему поколению, к старшему поколению. Вот если молодежь каким-то образом себя проявляет не так, то взрослые могут себе иногда позволять только в силу того, что они тебя старше, говорить с таким негативным оттенком, да, фразы, комментарии. И это тоже, ну, немного отталкивает. Вот. А так, в целом, казахи очень добрый, дружелюбный народ. Вообще у меня отец казах, а мама русская, да, и как бы, ну, если брать по отцу, конечно, то да, конечно, в паспорте написано казах, но я никогда себя таковым не считал, почему, объясню. Потому что у казахов есть 3 жуза, это старший, средний и младший, и мы при этом делимся еще в этих жузах на какие-то племена. Мое племя, то есть, ну, мои там предки, это найманы. Найманы, как писал Гумилев, были каракидане, то есть это были монголоидные такие племена, и когда пала империя Ляо, вот эти племена, то есть они собрались в союз. Слово «найма» в переводе с монгольского, оно означает 8. Поэтому вот 8 племен соединились, и вот мы как раз находились вот здесь в Семиречье, Жезказган, Усть-Каменогорск, Семипалатье, вот мы в этих краях находились, то есть, ну, мои предки. Вот, а вообще есть такое... То есть именно почему всегда говорят в Казахстане, если ты найман, значит ты хитрый и так далее и тому подобное. Нет, найманы не такие, это тоже в постсоветское пространство тоже поселили какую-то такую идею. Вот. А так, если брать это племя, они первые, кто в принципе из всех племен создали дело производства. Это племя дважды было разбито, и они дважды создавали снова свое государство. Поэтому вот это такое очень интересное племя. Ну и мы тут как бы все делимся, ну, по племенам. Сейчас это очень критично, потому что мы уже живем достаточно долго в независимом Казахстане, поняли свою, да, приняли свою культурную идентичность в этом плане. Люди четко понимают свои плюсы, свои минусы и стараются свою культуру продвигать. И поэтому, если ты не говоришь на казахском языке, люди остро к этому относятся очень сильно. В особенности, когда ты устраиваешься на работу, да, хотя бы минимум слов ты должен знать, допустим, там, поздороваться с человеком, да, или при собеседовании продемонстрировать хотя бы желание изучать казахский язык. Но сейчас, кстати, вот я видела, что в ТикТоке очень много видео русских ребят говорят на казахском языке. Таким образом, ну, вообще распространяют, пропагандируют идею языка о том, что на самом деле это не так сложно, как казалось бы. И это на самом деле очень мотивирует. Вот, к сожалению, казахский язык, это я говорила еще со времен нашей школы, очень плохо преподается, очень плохо. То есть хочется, чтобы вот уровень преподавания казахского языка был немного другим, чем сейчас, потому что дети, к сожалению, не знают, и причем жаловались даже, ну, то есть казахи, да, они отдают детей, они хотят, чтобы они знали язык, но тем не менее дети ничего не знают. Вот это, конечно, проблема. А касаемо ущемления или еще чего-то, нет, тоже нет. Всегда и везде, и в садике, и в школах есть русские классы, русские группы. То есть как бы все нормально. В частном секторе, я думаю, не так сильно важен, но то есть, опять же, если это работа с клиентами, то да, ну, скажем, оператор банка или там, ну, какого-то сектора, да, который работает постоянно с клиентами, да, там, то, конечно, знание языка это обязательно, вот. Если работаешь в частном секторе, но не с клиентами, там, не фронт-офис, да, бэк-офис, такого требования знания языка нет. Госслужба обязательное знание казахского языка, потому что документы все пишутся на казахском.
казахском. Можно этому всему научиться, в принципе, и на практике. Ну, то есть там прийти и вот потихонечку вливаться в это, ну, потому что никто 100%, даже если обучался там, ну, на казахском языке, не будет знать, да, именно там язык там написания документов, подготовки там приказов, распоряжений на казахском языке. Это все на практике, конечно, учится. Ребят, ну и сейчас реклама себя же самой. Дело в том, что большинство, конечно, здесь не знают, но в Инстаграме я давно это анонсирую. Я уже почти год учусь серьезно астрологии. Ну и, конечно, как человек с опытом, не могла я не начать не снимать об этом. Поэтому уже пару месяцев у меня есть новый, молодой, интересный канал на YouTube «Астрология простыми словами». Если вам интересна эта тонкая тема, если вы любите познавать себя, там я рассказываю все очень просто, доступно даже для тех, кто ничего не понимает в этом. Очень стараюсь, чтобы вам было интересно. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Там выпуски несколько раз в неделю. Насчет того, что вот я родился и вырос в этом городе, мы как бы все это видели, строительство, большой наплыв, да, людей сюда, поток, все приезжают зарабатывать. Я, в принципе, так и делю, то есть правый берег, да, это мой город, а левый берег это прям вот город приезжих, я так его всегда называю. И опять же говорю, то есть когда мы очень редко где-то встречаемся, знакомимся, и когда мы спрашивают, ты откуда, я с Целинограда, прям такое какое-то в душе появляется, о, это наш, это свой, нас очень мало здесь. Я, допустим, вот сейчас себя отношу к разряду из поноостававшихся, потому что, ну, как бы мне в городе, ну, не то чтобы неуютно, наоборот, я очень, сам для себя, я очень здесь в каком-то таком большом расслаблении, то есть вырос, прожил, все знаю, вот, и мне он, этот город, может быть, это какое-то мое внутреннее отношение, но мне он такой энергию не дает, то есть я все уже видел, везде побывал, вот, и мне, как бы, я говорю, такого интереса нет, поэтому я все-таки после Катара, я приехал где-то года 4, пожил в Астане или 5, я уехал в Туркестан, пожил там около года, понаблюдал, то есть это сейчас Туркестан, это новая такая религиозная, скажем так, будет столица, да, в Центральной Азии, типа Мекки, потому что там очень много священных мест, они вкладывают в этот город, пожил, посмотрел. После Туркестана я приехал, поездил по городам опять же и понял, что, ну, лично мне в Астане мало места. То есть есть, конечно, да, куда развиваться там, но это все как-то однотипно, и какой-то свой путь, вот я такой именно там, в том же ресторане бизнес для себя уже прошел. Вообще, если честно, я люблю свою страну, не сказать, что я прям патриот, но я все-таки планирую переехать в другую страну. Пока не на ПМЖ, но с той целью, что пока нет такой возможности, чтобы самостоятельно содержать свою семью, да, допустим, ты хочешь квартиру, но ты понимаешь, что ты просто не сможешь себе позволить приобрести нормальную недвижимость и жить так, как ты хочешь, на ту зарплату, которую предлагает тебе современный, да, рынок труда в нашей стране. И это я сейчас говорю про столицу, а есть еще регионы, где людям еще гораздо сложнее в этом плане. Нету, да, такого вот этого там пора валить, да, что многих мотивирует на переезд. Вот, просто получить жизненный опыт, пожить где-то еще, попробовать, ну, понятно, там, безусловно, люблю родную землю, там, родину, где родился, там пригодился, тоже хорошая концепция, но, скажем, это просто выход за какие-то рамки, то есть челлендж какой-то для себя. Мир же, он на самом деле очень большой, и он дает возможности пожить где-то, попробовать себя где-то, то есть это не та история, где планируешь переезд с концами, это как раз история больше про то, что попробовать свои возможности, посмотреть, да, как оно бывает, а потом, может быть, вернуться и привезти что-то оттуда, да, и развивать это здесь. Вот. Ну, так, мне кажется, может получиться интересная история, исходя из вот, ну, из такой мотивации. Могу только сказать одно, что Икея у нас вся была завезена с России, весь бизнес по доставке Икеи был только через Россию, в основном с омских складов, с ближайших регионов. Соответственно, то, что у вас все позакрывали, центральные все магазины в Казахстане, центральной Икеи так и не было, и не появилось. Соответственно, все магазины, кто были профилированы на Икею, они сейчас ищут новых поставщиков, пытаются как-то реорганизоваться на Турцию. Турция очень сильно тут подмогает товарами. Ну и в основном все пытаются сейчас переориентироваться. Изменения еще коснулись многих промышленных товаров.
так как потребность в России все равно достаточно велика. Все поставки в основном сейчас в России как раз идут, это такой реэкспорт получается. Это через Казахстан, либо маршрут номер 1, страны Прибалтики, маршрут номер 2 и Турция. Маршрут номер 3 основные. То есть это все, что касательно промышленного оборудования, все, что не санкционное. Потому что Казахстан санкции поддерживает. Соответственно, все, что по кодам ТНВ проходит как запрещенное, мы, соответственно, тоже не можем это провести через границу, либо сделать реэкспорт. Единственный момент очень неприятно, неудобный, это НДС между таможенным союзом нашим. То есть, завезя товар в Казахстан, ты в любом случае обязан будешь уплатить налог НДС 12%. Вернуть его достаточно проблематично, длительно. В связи с этим не все с этим работают конкретно на экспорт, поэтому товар в России, если даже он не санкционный, доходит достаточно с сильными издержками. Вообще ресторанный бизнес, в принципе, он в Астане очень неплохо даже так развивается сейчас, на данный момент. Но, тем не менее, конечно, есть немножко, именно по сервису какие-то проблемы, но не суть. То есть одно время был до пандемии, пошел такой тренд на бары, куча баров в одном помещении, и эти вот тусовки, именно разговоры. Карантин, конечно, он немножко ресторанный бизнес где-то подсломал, где-то, наоборот, кто-то даже на этом выиграл с доставками и так далее. Вот мы сейчас даже находимся в заведении Боха. Вот они, например, за этот период хорошо-неплохо развились. Кухня у них очень интересная. Вот более, там, не знаю, по-моему, 10 или 12 заведений буквально за этот маленький период. По фитнесу я ничего, наверное, сказать не смогу, потому что, наверное, не сталкивался с этим. Но в целом-то доставка, вот именно карантин, вот в этом плане, он людей в городе очень много подсадил. То есть лишний раз где-то готовить, что-то там делать дома, намного проще уже заказать, тебе привезут и, в принципе, привезут очень качественную продукцию. Поэтому на данный момент в ногу со временем идем тут в Астане. Опять же, очень много в плане кофе, бутиков стало. То есть мы уже приходим к такому моменту, что дома с утра некогда. Все просыпаются, выезжают где-то по пути, взял кофе, попил. Вот. И это тоже хорошая такая тенденция развития. Вот. Но если взять клубную сферу, поскольку я работал большую свою часть времени именно в клубной, то карантин вроде бы и подсломал, сейчас вроде бы это все развивается, но в целом мне, допустим, я планирую переезд в Алмату. Почему? Потому что там намного, мне кажется, интереснее, люди немножко другие. Именно есть где отдохнуть и как отдохнуть, даже в тех же заведениях. Потому что у нас в Астане как-то все однотипно, это одни и те же лайв-бенды, одни и те же диджеи, одни и те же тусовки, одни и те же лица, поэтому не особо. Есть какие-то стереотипы там в духе, казахи всегда опаздывают, да? Что-то такое бытовое, то есть, что-то такое глобальное, чтобы повлияло, да, там, на качество жизни, там, типа, ты там, будь готов к этому, там. Нет, такого нет, то есть, мне кажется, культурно все примерно плюс-минус одинаково. Минусов или явных плюсов переезда сюда не могу назвать. Если вы специалист в своей области, именно специалист квалифицированный, и у вас там сильная команда, не знаю, инженеров, может быть, по строительству, наверное, по меньшей степени, польза будет, но будет сложно. Надо понимать, что будет бизнес практически с нуля. Если производственная какая-то база, то шансы есть. Нужно очень сильно изучить налоговое законодательство, потому что очень много связано с налогами. И даже если размышлять на тему релоцирования бизнеса в Казахстан, чтобы потом в дальнейшем самим осуществлять поставки своей же продукции, либо у каких-то сервисов в Россию, нужно разбираться именно по налоговым всем вещам. В целом открыть бизнес несложно, и думаю, что там сейчас статистика весьма вверх пошла по открытию юрлиц на нерезидентов. Вопрос, я думаю, стараний. В целом все можно. В Казахстане рынок намного свободнее в плане ниш. И то, что где в России достаточно тесно уже, в Казахстане есть куда развернуться. Надо просто углубленно изучать, погружаться, приехать. Конечно, таких роковых я бы не делал шагов в плане сразу все и сюда. То есть приехали, попробовали, пообщались, нашли партнеров, как-то изучили, уехали, почитали законодательство, там, юридические моменты. И уже такими моментами подготавливая почву, я бы так это назвал. Потому что резких шагов, мне кажется, сейчас смысла делать нет. Хотела рассказать прикол. Очень интересно, что у нас на работе нету этих романов. Как они называются, эти романы? Служебных романов, потому что работают одни родственники. Это, наверное, пожалуй, это и смешно, и грустно. Да, такая правда, что у нас любят родственников своих везде засовывать. И
Поэтому думаю, что очень хорошие специалисты, которые, с мозгами, очень часто уезжают. Вот здесь вот есть проблема такая. Или часто бывает, что берут специалиста на работу, он, например, все сделает, организует, наладит, и потом его убирают и ставят на его место, естественно, своего родственника, когда уже все налажено и все сделано. Потом еще момент, что у нас не любят на долгосрочную перспективу вкладываться. То есть любят сразу купи-продай. Если смотреть, какие-то даже сети есть, да, они же приходят с Европы, я не знаю, даже в России какие-то. У нас нет, у нас не любят, чтобы долго ждать, чтобы был какой-то выхлоп. У нас любят чтобы все и сразу. Поэтому очень часто у нас страдает общепит, да, те же рестораны, кафе, потому что сначала все хорошо, а потом уже все хуже и хуже, то есть только деньги и все. Никто не следит за тем, чтобы, и все. Вот это, конечно, печально. У нас сейчас на перспективу действительно нету, то есть даже открывается какой-то, возьмем такой, фастфуд какой-то быстренький. Они набивают очень быстро себе популярность тем, что это качественно. А далее, когда уже набили клиентуру, это все начинается все уже некачественная продукция, очень-очень такая невкусная. Да, народ в этом плане не работает на перспективу. Побыстрее бы замутить, отжать денег, снять сливки и все. А как оно будет дальше, то есть, неинтересно. Все хотят только срубить и сейчас. Слушайте, знаете, что мне интересно? Вот я вас слушаю, особенно на фоне всяких украинских событий. Правильно ли я понимаю, что Казахстан, он действительно становится сам по себе? То есть это надо понимать, когда ты едешь сюда жить, когда ты едешь сюда работать, что это отдельная самостоятельная страна. Это не совок бывший уже, это не какая-то часть России, как некоторые думают. Это не что-то такое, где все должны говорить по-русски. То есть здесь прям сильная такая национальная самоидентификация началась, и, в общем-то, это нормальный путь развития, и это нужно принимать. Частично да, частично нет, потому что мы, как ни крути, мы очень тесно связаны с Россией. Очень. Все экономические моменты, которые начинают происходить у вас, мы сразу понимаем, что скоро будет и у нас. Даже повышение того же бензина, цен и так далее. Любая ситуация, которая происходит крупномасштабная, будь то в экономике или сейчас эти военные действия, они все равно отражаются и на нас, сильно отражаются. Большая зависимость на самом деле, но я сейчас смотрю, вроде бы как наш главнокомандующий, президент, он сейчас вроде бы нарабатывает очень хорошие связи с той же Турцией. В принципе, я по сути, это всей политической, я понимаю, что мы очень долго еще будем зависеть от России, потому что там очень тесные отношения. Это потому что все было в свое время, опять же, продано, туда же. И это отголоски того же СССР, совка, они все равно по сей день на нашей ментальности сказываются. Но, тем не менее, сейчас наш президент, он старается, этот союз именно турецкий. Я вообще за союз именно за тюркский. То есть это Киргизия, это Монголия, Узбекистан, Казахстан, чтобы у нас был такой какой-то свой союз, и мы именно развивались в этом направлении. Мы от России никуда не денемся, это факт. Я Россию люблю, но эта зависимость меня тоже так злит часто. Любые думаю, ситуации. Капец, хочется реально быть, как ты говоришь, отдельным самостоятельным государством. Мы идем к этому маленькими шажками, но идем, пока, мы еще зависимы. Будем долго зависимы. Думаю, да. И мы от Китая, опять же, особенно юг, те земли, которые граничат. Да, немногие. Вроде бы мы и зарабатываем. Китай, он, в принципе, на мировой арене, он такое очень сильное такое государство, но на нас они оказывают тоже очень большое влияние. И там люди не бастовали, вроде бы, чтобы им земли не давали в аренду и так далее, все равно где-то, я так думаю, что какие-то документы все равно подписываются, и это делается. Отдается, продается. Единственное преимущество, то, что с Китаем, это развитие в сфере цифровизации и всего прочего. Вот это, конечно, здорово, потому что многие моменты с оформлением документов или еще чего-то, это все настолько автоматизировано, настолько удобно и сделано вот это, конечно, плюс. Хоть какое-то преимущество есть. Поделюсь несколькими мыслями. Конечно, эта моя поездка, она супер короткая. Я очень мало здесь, и я по большому счету ради встречи с одноклассниками, то есть ради отдыха, ради каких-то личных причин. И я, не сильно анализирую то, что происходит в стране, да и невозможно, собственно, по одному городу это сказать. Алмата, привет! Жаль, что я до вас никак не доберусь, потому что столица – это в любом государстве, это немножечко по-другому, это немножечко всегда иначе.
Но что я хочу сказать, я не живу здесь 13 лет уже, 13. И моя какая-то сознательная такая взрослая жизнь, она, собственно, прошла вся в Москве. И я вижу разницу колоссальную сейчас, особенно на фоне украинских событий, что и Казахстан, он приобретает такую национальную идентичность, я бы сказала. И это, наверное, правильно и естественно. Да, я вижу, что не всем это просто принять, не всех устраивает то, что казахский язык, например, вытесняет русский. Я включила вчера телевизор, из 30 каналов, наверное, 27-26, все идут либо с дубляжом казахским, либо в принципе на казахском. То есть есть какая-то медийная огромная сфера, работающая только на казахском языке. Поэтому об этом мы тоже говорим с моими одноклассниками, потому что люди здесь живут, и мне интересно, как все это происходит. Но действительно, у страны появился такой свой национальный, идентичный, личный путь. И, наверное, это ждет, мне так кажется, каждую страну бывшего Советского Союза. И пишите, что вы об этом думаете, особенно если вы живете в какой-то стране постсоветского пространства. При всем при этом я хочу сказать, сейчас может меня кто-то захейтит, но это действительно так. Несмотря на то, что Россия огромная многонациональная страна, в которой уж точно больше национальностей и конфессий, чем в Казахстане, но в Казахстане отношение к другой национальности, к другому вероисповеданию, как правило, на бытовом уровне всегда будет лояльнее, терпимее и лучше, что уж говорить. Я не знаю, почему так, но это действительно есть, это имеет место быть. Мне очень нравится то, что казахи очень сопереживающий народ, что когда случаются какие-то очень большие сложности в жизни людей, ну, как говорят же, казахи друг другу все родственники, и ты в любой компании, в принципе, сможешь найти своего родственника, вот что самое интересное. И поэтому, когда какие-то сложности возникают, то все очень быстро собираются вместе и прям очень сильно помогают. Еще мне нравятся некоторые традиции в нашей культуре, хотя я наполовину только казашка. Такая традиция, когда ребенок, да, достигает, ну или ребенок, или человек, вообще неважно, то есть какое-то хорошее событие, всегда тебе дарят деньги. Я помню в детстве, когда я получила диплом, аттестат, то приходишь сразу родственникам, приносишь свой диплом, и тебе кладут прям по 5000, и достаточно хорошая сумма получается. То есть тебя никто не оставит на улице, то есть если что-то с тобой произошло, вряд ли к тебе отнесутся равнодушно, вот что самое интересное. На самом деле шансы вообще, в принципе, вот к этому туризму у нас очень большие есть возможности взять тот же Атырау, взять ту же Алмату, да, вот это вот море, Атырау, Актау, вот эти вот моря. Мы можем очень даже неплохо в этом плане развиться. Было бы желание ли. Также тот же Капчагай, если взять зоны отдыха, Боровое, если хорошие инвестиции привлечь, то есть мы можем работать, мы в принципе, как туристическая страна, наша страна, она может очень-очень-очень даже неплохо, в принципе, на этом себя в мире как бы запозиционировать. Но если взять меня, допустим, я уехал в 2015 году, я улетел, по воле случая улетел работать в Катар. Такая страна очень-очень большая, с большими инвестициями, и они к себе очень много привлекают, да, всего. Если они открываются сейчас на мир, развивают туризм, хоть это и исламское государство, скажем так. Вот пожив там, понял, что все-таки я хочу уехать отсюда, я не хочу, я в принципе с детства хотел сюда уехать, с Казахстана. И сейчас я понимаю, что да, хочу именно куда-то туда, что-то Дубай, Арабия, вот в те страны. Но здесь вот, ну если взять жизнь, у каждого, конечно, может быть свой какой-то путь, но для меня жизнь в Астане, здесь какая-то вечная погоня за деньгами. Если даже прокатиться по Казахстану, посмотреть на людей, даже отчасти по улице, которые ходят, именно в Астане у нас здесь такие люди, они просыпаются с утра с вопросом, где взять деньги, чтобы вечером куда-то их отдать. И вот эта суматоха, то есть либо ты на работе, либо ты дома и спишь, и у тебя какой-то... А в Катаре, когда я жил, у меня, в принципе, при моем нормальном графике, там, 8-часовом, в общепите, в смысле, как бы у меня всегда было время и поразвиваться, и пообщаться с людьми, и сходить на какие-то там тренировки, просто заняться как-то собой. А здесь не знаю, здесь, даже если взять вот Алмату, ну и говорю, другие города, в Алмате вроде бы как бы все тоже работают, но тем не менее у них люди намного проще. Они какие-то веселые, приветливые,
Да, у нас потому что, наверное, в Астану сейчас только-только все съезжаются, и здесь такого какого-то большого духа города, что ли, самого нет. Кажется, своей вот этой ментальностью. Причем весь прикол в том, что когда ты приезжаешь вот именно в какой-то в другой город, те же люди, которые здесь в Астане, они у себя в городе очень приветливые, очень веселые. А здесь все вот просто вот на одно. Работа, дом, никого не знаю, ничего не слышу. Ну и я сам, опять же, говорю то, что я почему хочу уехать. Просто вижу какие-то перспективы более за рубежом. У нас здесь все равно, мы только сейчас, может быть, в связи со всеми вот этими делами, что-то у нас уже такое будет и для молодежи, там какие-то такие, и какие-то рабочие места. Но опять же, вот этот Жана Казахстан, Новый Казахстан, когда это все будет? Как для себя я все-таки хочу не упустить снова поэтому возможность перебраться куда-нибудь все-таки за рубеж и жить уже там. Тема межкультурных браков, она вот популярна. Вообще это было изначально всегда актуально, еще во время поднятия целины в Казахстане, особенно вот в северных районах, потому что было большое количество людей, славян, да, других национальностей здесь было в Казахстане. Казахи вообще делятся регионально между собой, каждый регион очень сильно друг от друга отличается. Ну, на юге, например, мало смешанных браков, больше, наверное, с узбеками, с киргизами, с уйгурами. Если говорить о восточных, там тоже редко. На Западе очень люди рьяно относятся, вот, прям, наверное, я не могу говорить, что истинные казахи, но у них очень высокое чувство патриотизма, такие духовитые люди, так скажем. И вот только на севере очень много пар, ну, по крайней мере, из моего личного опыта, да, ну, таких смешанных браков. У нас даже в моем окружении практически все мои подруги, друзья, они все метисы, то есть либо мама русская, папа казах, либо папа казах, мама русская. Даже я сама была в браке, ну, у меня был супруг, есть, да, бывший супруг мой, метис, у него мама тоже славянка, наполовину русская, наполовину украинка, и отец наполовину татарин, наполовину казах. Сын у меня такой кореглазый блондин, можно так сказать. Это большой плюс вообще этого, но можно ли назвать это минусом, но большой сложностью является именно непонимание культур двух. Вообще очень большие сложности в этом, потому что, допустим, в моей семье родители, они очень сильно, ну, прям просили, да, чтобы мы встречались, общались, какие-то совместные посиделки, ну, допустим, родился ребенок, надо провести 40 дней, Кыркнан Шагару называется, обязательно должно быть, ну, достаточное количество гостей. То есть в понятии казаха 20 человек это мало. В понятии русского 20 человек это очень много. Поэтому, когда моя свекровь сказала моей маме, ну, пусть придут только 5 человек, для моей мамы это было очень обидно в плане того, что она не понимала, кого этих 5 человек она пригласит, потому что, ну, она хотела многих позвать, потому что это процесс, когда ты делишься своей радостью, и если ты не позовешь одного, то другой обидится, да, если ты пригласишь другого, то третий обидится, скажет, ну, почему ты того не пригласил, то есть мы же как бы в одинаковой роли, позиции, да, и еще в некоторых семьях бывают по 5 братьев, сестер, по 6 сестер, допустим, и ты не можешь 3 старших сестры пригласить, а остальных 3 не позвать, когда у тебя рождается внук. Поэтому вот этот момент, я помню, прям такая была дикая реакция на это. Помню, когда, да, тоже ребенок родился, вот особенно, когда с рождением ребенка возникают эти сложности. Ребенок родился, и родители говорят, надо провести большой той, просто потому, что родился ребенок, хочется этим порадоваться. И родители мужа, они не поняли этого, они говорят, ну мы не хотим, мы хотим своей семьей. Моя мама говорит, мы будем всей семьей, да, всей семьей. В понимании моих родителей вся семья, это значит все ее братья, сестры, все моего отца братья, сестры, наши племянники, братья. В понимании моей свекрови и моего свекра семья, это вот они вдвоем, муж, я и ребенок. Все, вот 5 человек семья, да. Поэтому вот такие моменты, они, конечно, да, казусные, они такой, вносят свой вклад такой в отношения.
набирает обороты, прям очень большие. То есть это влияние вот именно вот этих арабских стран на нас, на самом деле, если брать в целом. Вот. Ну, это такой мой взгляд. То есть одно дело ты веришь, другое время очень многие сейчас не понимают эту какую-то веру, беготня за трендами и так далее. Там надо быть, там, не знаю, ну, даже если взять, например, одежду, ну, вот эти вот хиджабы, вот то, что ходят, это ходят в Арабии. Оно, в принципе, нашим именно казахам, оно никогда не было присуще, и мы никогда там, наши девушки не носили вот эти вот все вот эти вещи. А сейчас, вот я говорю, это то ли тенденция, то ли мода, там, ну, не от большого такого прям. Я ничего не хочу сказать об этом плохо, но, тем не менее, это идет большую популярность, набирает. И плюс еще очень нехорошие такие дяденьки, которые неправильно интерпретируют саму религию, промывают мозги, и появляются вот такие вот непонятные, то есть всякие выходцы, да. Ну, это вот как вот экстремизм, скажем, да, вот эти вот какие-то вот такие вот радикальные. Да, конечно, имеет место быть. То есть, в принципе, на Западе, наверное, очень много там, ну, судя по новостным сводкам, когда ты вот читаешь, то есть поймали там банду, поймали тут банду каких-то радикальных. Это Атырау, Мангистау, вот, Актау. Там, вот, Они радикальные более такие. Ну, нет, там просто есть такие моменты. Может быть, так в новостях просто в основном пишут, да, но как бы такие моменты все равно имеют место быть. Вот всякие такие непонятные. Ну, возможно, даже вот тот же, скажем, Афганистан или та же Азия, какие-то вот эти извне, возможно, как-то тоже это и подогревает для своих каких-то уже там будущих целей. Там, опять же, как писали в новостных порталах, то, что произошло в январе, в январских событиях, что там была банда в горах. То есть это имеет место быть, и людей где-то отчасти, ну, я считаю, по религии так, если ты как бы веришь, да, там есть одно дело, другое дело, когда вот они начинают именно неправильно себя вести, вот эти все. Разрыв зарплат большой. То есть, ну, условно, ну, можно выбирать там, ну, я бы выбирала там по двум параметрам, да, там деньги плюс экология. Ну, то есть на Западе, где большие деньги, я бы туда не переехала, потому что там очень плохая экология, да. На севере, там, на востоке классно жить, но очень маленькие зарплаты. Ну, то есть там вот это все леса, там все супер, все красиво, но очень маленькие зарплаты. Вот, ну, в Алмате классно, если ты там где-то живешь выше этого алматинского смога или дальше него. Вот, большие деньги, хорошие. Большие деньги да. Вот, Ну а в Астане, в итоге, помимо того, что это родина? Ну, в смысле, Астана — это такая зона комфорта, это где ты вот зарабатываешь, и тебе там, ну, условно, там не надо, то есть ты эти деньги просто тратишь в свой кайф. То есть тебе там тут не надо как-то закрепляться, там решать проблемы с жильем, с чем-то еще, с адаптацией. Вот, ну как бы тут живешь, у тебя все есть, быт налажен, все поставлено. Я родилась, да, там, когда в этом городе было 300 тысяч человек. Теперь нас миллионы, я говорю, теперь это не мой город, теперь это чей-то общий город, то есть я себя, ну, то есть скорее я здесь чужая, как меньшинство, которое здесь родилось, чем те, которые сюда приехали и которые теперь считают этот город своим. Вот, потому что, ну, тот город, где я родилась, и нынешний город, это вообще другое, и люди другие, то есть это вообще, ну, другая ментальность, и вот мы теперь все в этом варимся. Я сложно, наверное, сама адаптируюсь к переменам, мне это сложно, то есть это, ну, вот у нас разница между регионами страны, это такая же разница, как если бы, ну, примерно была другая нация, то есть у нас есть диалекты, да, языка, у нас есть, ну, разный менталитет между севером и югом, запад тоже немножечко такие они обособленные, вот, ну, как бы, да, одна страна, одна кровь, но, ну, вот это вот воспитание, ну, разница воспитания, ну, как бы это вот основное, да, что отделяет. То есть понятно, что где-то в метрополиях, в больших городах, но все люди примерно там одного майндсета, то есть у каждого города есть там свой ритм, свой характер, да, мы к этому идем, но условно, так как сейчас, ну, город только наполняется, и нет этой сформировавшейся массы, которая едет, ну, скажем, там, с какими-то определенными целями, вот, или там с определенным культурным, там, социальным мировосприятием, мы все очень разные. С одной стороны, это очень хорошо, то, что казахи все друг другу братья, сваты, родственники, да, потому что у казахов существует 3 семьи, ну, как бы называется, 3 журта называется. Это твой журт, то есть твоя семья личная, то есть это ты, твой муж, твой ребенок. Есть кайнжурт, это семья либо твоего мужа, либо твоей жены. То есть это все родственники, и это тоже семья называется. И есть еще нагашажурт, это родственники со стороны матери твоей. И это тоже отдельные, да, вот. И
И для казахов все эти журты это семьи. Но с другой стороны, минус того, что столько родственников, это вот рождает именно взятки, несоблюдение каких-то правил, то есть особенно, допустим, на каких-то государственном уровне к тебе может прийти твой брат. Ну, допустим, я работаю в школе, в интеллектуальной, и ко мне может обратиться мои родственники с такой фразой: «Устрой моего ребенка в школу». Я говорю: я не могу, у нас конкурс, мы должны определенно, вот подайте документы, допустим, да, в приемную школы, вас проинформируют, какие документы сдать, и моя сестра может обидеться на меня только потому, что я не помогла с устройством ее ребенка. Или тебе могут обратиться и сказать: ну, пропиши меня в твоей квартире. И иногда вот этот момент, он очень сильно отдаляет тебя. Поэтому молодежь сейчас старается от этого отходить. Это происходит еще очень тяжело. Хотя большинство молодежи сейчас уже стараются не так сильно привязываться, да, к этим родственным связям. Кто-то сразу прочерчивает эту линию, кто-то вообще ограничивается в общении, то есть не общается абсолютно ни с кем. Кто-то, наоборот, в семье все так же следует этим нормам. Поэтому разные взгляды, но, на мой взгляд, это не всегда хорошо влияет, особенно в перспективе развития страны. Мне кажется, это больше такой outback, можно так назвать, да, средневековье, да. Могу предположить, что у нас есть платные роды, точнее уверена в этом. Вот. Сама я рожала по страховке, первый раз платно, вторые разы по страховке, и поэтому, в принципе, с этим все хорошо. Единственное, у нас есть проблемы с какими-то, может быть, современными подходами, да, там, к родам, в плане, там, не знаю, рожать в воде или что-то еще. То есть, врачи ведут роды, в принципе, до сих пор так, как врачи хотят, так как это, скажем так, предусмотрено с медицинской точки зрения. А так, там новомодные фишки, ванны, это все есть, вот, шарики, вот, прочие приблуды, там, пуповина может отпульсировать. Некоторые даже, я знаю, люди, которые рожают дома в Казахстане, вот, это не приветствуется, но есть, в общем, и специалисты готовые, видимо, так принимать роды, и люди готовые к такому. В госдетсады, на самом деле, попасть сложно, я до сих пор, честно говоря, не разобралась, как это работает и какие шансы, это, видимо, надо быть, я не знаю, совсем заниматься полностью с детьми, потому что у меня нет времени. Их надо ловить на самом деле, там, в определенное время, нужно, чтобы появилось место именно в том детсаду, который ты хочешь, там, ближе к дому. Я пыталась, но у меня не получилось, и мне менее энергозатратно водить в платный детский сад, который там в соседнем доме, я перешла дорогу, у меня ребенок в садике, там, ни о чем голова не болит. Государственные детские сады, они хорошие, то есть, надо отдать должное, то есть, в принципе, там, все по стандартам, хорошее питание, очень дешево, большие площади, да, это старый советский стандарт садиков, он, в принципе, я думаю, у нас сохранился. Признаться честно, я не парюсь вообще. У меня ребенок старший, который ходит в школу, она ходит в школу все время условно по прописке. Может быть, я не права, но я не сторонник того, что там мой ребенок должен ходить там только в какую-то топ-школу или в какую-то определенную школу. Вот. Начальная школа определенно все идут на учителя. То есть, например, там знают, что вот в этой школе по району, там в первых классах самый хороший учитель это тот, и все хотят к нему попасть. Уже в старших классах уже, в принципе, как повезет. Появились эти иностранные школы с приходом экспатов, то есть очень много международных проектов у нас, то есть чтобы привлекать иностранных специалистов, основной вопрос – это семейный вопрос, то есть их дети должны были где-то здесь учиться. Британское образование, не знаю почему, достаточно популярно среди казахов, то есть изначально получить здесь какой-то бэкграунд британский, а затем уже дальше там отправить в университет. Основное, я думаю, преимущество таких школ в том, что, во-первых, изучают язык до уровня, да, практически там native speaker. Это комьюнити,
приходит, то есть, ну, условно, ребенок уже растет в каком-то окружении, там, с определенными, не знаю, там, ценностями, целями. С это все-таки, ну, знания, то есть эти школы, они такие более нишевые, там меньшее количество детей учатся, более индивидуальный подход к каждому ученику, ну и, соответственно, больше возможностей, да, получить вот это вот зерно знаний именно каждому ученику, а не так, что там, скажем, массово всех обучили, там 50% выучили материал, 50% нет. Это очень дорого на самом деле, ну, то есть, ну, как мне кажется, это доступно топ-менеджерам, собственникам бизнеса, то есть это не та история, когда ты в найме и отправляешь ребенка в такую школу. Когда мы приобретали жилье, было 330 тысяч за квадрат. Это с учетом ипотеки, это 2020 год, до бума цен. После этого цены поднялись, и сейчас в среднем 450-400 тысяч за 1 квадрат. Если ты приобретаешь в ипотеку, то еще дороже тебе продадут квартиру. Но есть программа 7-20-25, то есть под 7% в течение 25 лет, и первоначальный взнос 20%. То есть если раньше тебе давали 25 миллионов, и ты на 25 миллионов мог взять трехкомнатную квартиру, то сейчас на 25 миллионов они максимум могут взять себе двухкомнатную квартиру. Это сильно влияет. Другой момент, когда ты достигаешь определенного уровня профессионального мастерства, ты хочешь расти, но все позиции верхние, они уже заняты. Это мы к родственникам возвращаемся. Да. С одной стороны, это могут быть родственные, да, у кого-то там чей-то брат, чья-то сестра, чей-то дядька сидит. А с другой стороны, ну, в моем случае, когда ты работаешь в месте, где большая конкурентная среда, и все уже позиции заняты, и люди не хотят освобождать эти позиции, ты вынужден искать другое место, чтобы, ну, занимать ту должность, которую ты хочешь занимать, которой ты, может быть, мечтаешь. И третий момент – это образование, потому что у меня ребенок скоро должен идти в школу, ну как скоро, через года 2, скорее всего. Я переживаю, что попадя он в обычную школу, нашу государственную, что это его сломает. То есть моменты, которые требуют улучшения в нашей системе образования здесь. Я имею в виду государственные школы, особенно к первоклассникам, второклассникам, то есть начальная школа, она требует прям хороших вложений в педагогов в первую очередь, в технологии во вторую очередь, да, ну и, собственно, вообще в позитивную среду образовательного процесса в целом. Вот. И поэтому эти все факторы сыграли такую роль для того, чтобы решить и принять решение, что я уеду. Поэтому я приобрела квартиру, но это больше такой подарок для родителей, что ощущать, что ты, ну как бы, что родители, с ними все в порядке, все хорошо, теперь я могу искать работу и уезжать. Вот порядок цен, он прям искусственно поднятый. На самом деле, вот я это ощутил даже еще в Туркестане. Туркестанскую область ее сделали буквально недавно, да, там сделали большую область, начали вкладывать деньги именно в сам город. И буквально до моего переезда там квартира, одна комната стоила что-то в районе 60-70. Это аренда? Аренда, да, жилья на месяц, ага, 1000 тенге. В принципе, как только начали вкладывать денежку, она выросла в 2 раза. И в Туркестане я снимал точно такую же квартиру, как я снимаю в Астане, одна комната порядка 130 тысяч. То есть однокомнатная, ну такая меблированная, со всеми вроде бы как условиями. И у нас в Астане в том году, в апреле, вот я уезжал в Туркестан, съемная квартира мне здесь, в принципе, нормальная, в старом городе, там, она мне обходилась в порядка 100 тысяч. Ну, меблированная, без всяких таких прям не вау, но и такая среднестатистическая квартира. Когда я приехал, та же квартира мне уже обошлась бы в 140. То есть у меня буквально не было в городе почти год, и за этот год цены выросли. Если брать левый берег, то это вообще, в принципе, цены сумасшедшие. То есть здесь минимум однокомнатная квартира от 130, от 140 и намного выше. То есть двухкомнатные 160-170, плюс коммунальные услуги, соответственно, то у тебя еще там 50, где-то в 15, 20, 25, ну, зависит от твоих там потребностей. Но это минимум 15-20, это будут коммунальные услуги входить. Отличается, конечно, если ты хочешь где-то подешевле, то это нужен старый город и ближе к каким-то окраинам, вот таким районам базара, да, там ты найдешь.
нормальный район, он тебе, соответственно, минимум будет обходиться 130-140, чтобы у тебя были условия там и где поспать, и хороший шкаф, и нормальная мебель, и посудомойка, и Wi-Fi. То есть это, да, это порядка 140 тысяч. Бензин у нас, в принципе, вот смотришь, когда статистику, вот даже взять если Россию, там, Узбекистан, у нас прям как будто бы очень дешевый бензин. То есть он сейчас что-то порядка 170 тенге за литр, это 92 и 95, что-то там 200 с чем-то, 210. Потихоньку как бы поднимает, и это, в принципе, когда начинает поднимать, ты это чувствуешь. Ну, по заправке автомобиля. То есть, если, допустим, 3 года назад я заправлял автомобиль, ну, мне на день нужно было, грубо говоря, 1500 тенге, то сейчас мне за то же расстояние, на то же время мне нужно будет уже 3000 тенге. Опять же, зависит от объема каждого, но тем не менее, как бы бензин все равно дорожает, и это чувствуется понемножку. Дали возможность снять часть пенсионных денег. Там был определенный порог достаточности. В прошлом году он был нормальный, да, действительно можно было снять деньги. Мы, кстати, сняли, перевели их, да. И то есть эти деньги можно было вложить либо в лечение, либо как первоначальный взнос за ипотеку. Это, конечно, была хорошая большая помощь для молодых семей, да, и так далее. Но в этом году порог достаточности подняли до такой степени, что получается, что сейчас 20-летние молодые люди должны зарабатывать порядка 1,5 миллиона, чтобы накопить эту сумму и снять. Программа была классная, вообще офигенная. Почему они ее так перевернули, переиграли, неизвестно. Классно. Хотя известно почему. Кому нужно было, те вывели свои деньги и все. А потом дальше уже... Да, но там еще такой порог, то есть к нашим годам, я вот смотрел, да, в том году, вот к 33 годам, чтобы у меня снять часть суммы, у меня должно было быть пенсионных накоплений около, по-моему, 4 миллионов к 33 годам. И, соответственно, я там за все вот эти возрасты, когда я начал работать, я должен был там ежемесячно, не знаю, там по 200 тысяч отчислять только на пенсионку. В этом году его еще подняли, то есть это у тебя только порог достаточно, 4 миллиона, которые должны быть там, а сверху ты можешь снять это на счету, значит, чтобы снять, вложиться, грубо говоря, у меня на пенсионке должно лежать там, не знаю, 6, 7, 8 миллионов к моим 34 годам, и тогда я половину суммы снимаю, и это все прям, нереально. Опять же, те же автомобили по продаже, да, сейчас вот они сделали прикол, выгодное кредитование, что-то там по 4%, такой прошел бунт по стране. Но это опять же все... Про покупку машины мы говорим. Да, про машину, ага. Одно время, когда рубль немножко упал, мы понагоняли с России сюда себе машин непонятных. Сейчас они, чтобы наш рынок продавать, именно наши автомобили, которые собираются здесь, государство сделало льготное кредитование. Там, типа 4%. Но по факту все эти 4%, они опять же вольются в 12%. Потому что там всякие доп-сервисы, которые тебе навяжут, это же те же автосалоны. И машина, она тебе, в принципе, точно так же и встанет, и никакой выгоды в этом плане нет. То есть... Здесь, кстати, совсем недорогое такси, но опять же по московским меркам это прям плюс. И, кстати, несмотря на ситуацию, проверено мной, работает российская карта. Если у вас установлен тот же Яндекс, такси Яндекс в Казахстане можно вызвать с привязанной российской картой. Это очень удобно. Скажи мне, что тебе на данный момент больше всего нравится и не нравится? Это просто моя родина. Вот все, этими словами все описывается, потому что если объективно, больше не нравится, чем нравится. Но это мой родной дом. Ты когда-нибудь думала о переезде? Да, иногда да. Ну и на самом деле для нашего фильма такое видео. Просто все как произошло неожиданно. Встретил одного одноклассника, скинул фотографии, я их отправил другой однокласснице, и понеслось какое-то общение, собрался чат. И что в этом всем классно, то есть мы жили в этом городе, кажется, своими жизнями, мы где-то кто-то с кем-то как-то общался периодично за эти 16 лет, и в какой-то момент вот мы собрали чат, и что было самое такое, прям грандиозное такое событие, одно из, это то, что автор, который снимает сейчас, да, Александра Белецкая, она просто прилетела на выходные с Москвы сюда, чтобы мы все встретились, и она встретилась со всеми, потому что дальше кто куда собирается, у него какие-то там переезды намечаются, кто-то тоже там, кто куда, неизвестно, когда наш класс еще соберется в таком же составе. Дай Боже, чтобы мы собрались где-нибудь на Мальдивах, вообще купили, да, этот остров для себя. Вот. Или хотя бы в Турции когда-нибудь.
Поэтому, Сашенька, большое спасибо, что приехала. Блин, так классно, что мы собрались, общаемся. Теперь этот чат даже второй месяц, и он, в принципе, каждый день кто-то о чем-то там говорит. И это так душе приятно. И вот эти вот 2 дня, ну, лично для меня, я прям очень сильно кайфанул. Почему? Потому что я прям в таком настроении. То есть ты отстранился полностью от своего какого-то внешнего мира, от всех своих проблем. И ты просто эти 2 дня проводишь себя таким же ребенком, с такими же детьми, какими вы были. Есть такое. Прям, ты просто забыл обо всем. Давай сердечко сделаем. Где вторая Частичка часть? такая, да. Частичка, вот. Поэтому В-класс всех люблю. Выпуск 2006, да. Что я уже в аэропорту, что я хочу сказать по окончанию своей поездки. Приезжайте в Казахстан обязательно. Пусть, конечно, даже не жить, не всем это подходит, не всем это нужно, но просто приехать и посмотреть эту страну обязательно. Самое ценное — это, конечно, люди. Я еще раз убедилась, проживя в Москве 13 лет, насколько же люди гостеприимные, радушные. Несмотря на то, что нам всего по 33-34 года, мне и моим одноклассникам, нас уже здесь называют агашки и татешки, это значит с казахского дядечки и тетечки. Но тем не менее, мы еще молоды, мы, мне кажется, уже такое современное поколение, которое каждое сам по себе, все индивидуалисты. Но я просто была окутана вот этим вниманием, заботой, как гость, прилетевший издалека, как человек, который приехал ради этой встречи. Меня, как я сказала, просто окунули в бочку с медом, с вареньем, со сгущенкой, я не знаю, с шоколадом. Каждый старался сделать так, чтобы мне было хорошо, удобно, комфортно. Каждый помогал, кто чем может. Встретить из аэропорта, привезти в аэропорт, обменник закрыть, денег поменять, купить какие-то вещи моим детям, потому что я этого не успевала. Это и есть Казахстан. Это всегда очень приятно, радушно, сыто, немножечко пьяно, весело и по-доброму. Приезжайте в Казахстан и, конечно, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что до скорой-скорой встречи. Пока-пока.